Всем привет! Сегодня посмотрим, как уживается прошлое с будущим. Мы идем по земельному переулку в районе станции метро улица 1905 года. Справа от нас расположено электродепо «Красная Пресня». Слева новый бизнес-центр, который, согласитесь, достаточно сильно выделяется среди окрестных зданий. Да и, наверное, среди всех офисных комплексов Москвы. Его отличительная особенность – это белая ажурная оболочка из металла и уникальное для нашего региона вертикальное озеленение фасада. Авторы данного проекта – группа компаний ЮНК. 15-этажная башня выполнена в форме равнобедренного треугольника со скругленными углами. Все здание окутано ажурной решеткой из металла. Здание расположено на трехуровневом стилобате, внутри которого расположены кафе и магазины, которыми могут пользоваться не только арендаторы офисов, но и любой желающий. Также есть залы для проведения разных мероприятий. В центральной части этого здания расположены лифтовые холлы и пожарные лестницы. Каждый этаж разделен на 6 независимых блоков. На огороженной территории расположена площадка для отдыха. Имеется подземный паркинг на 370 мест с возможностью зарядки автомобилей. На фасаде в специальных ячейках с автополивом высажен девичий виноград, который будет менять внешний вид в зависимости от сезона. Эта лиана краснеет осенью и опадает зимой. Летом листья винограда будут защищать от солнца, а зимой не будут препятствовать проникновению солнечных лучей. Для того, чтобы лиана полноценно развивалась и могла перезимовать на фасаде, для нее натянули специальные тросы и сделали утепленные катки. Теперь пару слов по поводу электродепо. Электродепо «Красная Пресня» ТЧ-4 в Москве было открыто 1 апреля 1954 года и обслуживает поезда кольцевой линии метрополитена. В метро хранится кузов одного из первых немецких вагонов, модернизированных для московского метрополитена. Депо «Красная Пресня» называется ТЧ-4, потому что это номер, присвоенный в московском метрополитене для обозначения депо, которое было построено четвертым. Цифра 4 в обозначении ТЧ4 указывает на последовательный номер строительства этого электродепо в системе московского метро. ТЧ – это аббревиатура слов «тяговая часть». В 1980 году, в преддверии летних Олимпийских игр, из депо «Красная Пресня» впервые вышел на линию состав из вагонов 81 717 714, которые стали основными в московском метрополитене. До середины 1970-х годов электродепо обслуживало составы на Рижской и Краснопресненской линиях, до ввода в строй депо Калужская и Планерная. В наши дни депо продолжает обслуживать кольцевую линию, а также является хранилищем для исторического кузова
немецкого вагона, демонстрируя связь времен. Ворота депо оборудованы тепловыми завесами, что помогает сохранять тепло зимой, а механизированные приводы обеспечивают дистанционное управление открытием и закрытием створок. Стиль, в котором смешаны разные стили, называется эклектика. Это направление в дизайне, искусстве и архитектуре, где используются элементы, идеи и теории из различных эпох, культур и направлений. Для создания гармоничного эклектичного пространства важно логически связать разрозненные части, используя объединяющие элементы, такие как цвет, фактура или общая концепция. Мы приближаемся к такому объекту. Это жилой комплекс Пресня-Сити. На месте жилого комплекса Пресня-Сити находился хлебозавод имени Зотова. Здание хлебозавода было реконструировано и интегрировано в проект нового многофункционального комплекса, став его архитектурной доминантой. Это было историческое здание хлебозавода начала 30-х годов. История ЖК Пресня-Сити включает смену концепции на месте бывшего хлебозавода. Начало строительства в 2015 году. Совместную реализацию проектов компаниями Coalco и MR Group. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2018 году. В рамках проекта были построены 3 44-этажные монолитно-кирпичные башни в неоклассическом стиле. В ЖК Пресня-Сити при фасадной отделке использовался алюминиевый сплав для системы вентилируемого фасада, а также облицовочный кирпич, включая клинкерный и керамический. Высота здания жилого комплекса Пресня-Сити составляет 156 метров. Также проведена реконструкция исторического хлебозавода имени Зотова. Изначально на территории, где сейчас расположен ЖК Пресня-Сити, компания Coalco планировала построить бизнес-центр «Хрустальные башни». Планы изменились, и было решено возвести жилой комплекс на месте бывшего хлебозавода, сохраняя историческое здание. В составе проекта была проведена реконструкция исторического хлебозавода 1931 года постройки, в котором теперь размещаются коммерческие объекты. Реализована концепция «Двор без машины», для которой предусмотрен 4-уровневый подземный паркинг. Во дворах расположены детские площадки и зоны отдыха. В квартирах выполнено панорамное остекление, установлены металлические двери. В жилом комплексе представлены различные типы жилья, от однокомнатных до трехкомнатных квартир, а также апартаменты с площадью от 43 до 100 квадратных метров. В апартаментах предусмотрена свободная планировка, а также высота потолков 3 метра. Если вы покупаете апартаменты, то постоянную регистрацию в них оформить нельзя, но можно оформить временную. В отличие от постоянной прописки, временная регистрация в апартаментах оформляется на отдельном свидетельстве и не ставится в паспорт. Временную регистрацию в апартаментах можно продлевать неограниченное количество раз, поскольку законодательство не устанавливает лимит на количество продлений. Каждое продление осуществляется на срок до 5 лет, после чего можно вновь обратиться для оформления на новый аналогичный период.
Я сегодня даже не качался. Ничего не маю.